Всем привет, с вами Макс Коллинз. Сегодня в этом видео наконец-таки буду показывать, как я разгоняю депозит. Возможно, это будет длинное видео, или долго буду снимать я. Длинным будет оно для меня. Для вас я постараюсь все периоды ожидания сократить, то есть жду, пока сделка закроется, как там прогноз оправдается, не оправдается, чтобы вам не сидеть, не смотреть, мне тут всякую херню не нести, чтобы паузу заполнить. Я буду просто скипать потом, так что для вас это будет достаточно быстро. Буду действовать я, как обычно, по Мартину, по самому агрессивному Мартину. То есть начнем с сделки в, скажем, $30, постепенно будем повышать. Смотрим, средняя скользящая у нас идет вниз, да и в принципе так в среднем тренд он спускался, тут снова поднялся, сейчас идет на убыль. Поэтому сегодня я буду в основном ставить на понижение. Валютная пара у нас евро-доллар. Ну, долго ждать не приходится. Погнали. Время ставки 1 минута. Прогноз не оправдался. Умножаем на 2,5, это $75. И точно так же ставим на понижение. Ставка в очередной раз не оправдалась. В этот раз ставим 190, умножаем также на 2,5. Хотя можно умножать на 2,1 или 2,2, но в принципе я быстрее выйду в прибыль. Тем более пока ставки не такие большие. Для тех, кто не смотрел мое видео по стратегии Мартингейла, как она рассчитывается, сейчас вверху вылезет подсказка. К этому видео переходите, смотрите. Сделка вновь не оправдалась. Теперь ставим 475. И снова на понижение. Как мы видим, мой прогноз оправдался. Эта сделка перекрыла все предыдущие, прибыль перекрыла все предыдущие расходы, поэтому в принципе начинаем все с самого начала. Ставка 30, играем на понижение. Так, сделка закрылась возвратом, ничего не меняем, просто так же ставим на понижение сделку 30. В очередной раз сделка, прогноз оправдывается, оставляем все точно так же. Ну, давайте сейчас я начну понемножку поднимать. Теперь $40. Так, прогноз оправдался. Только сейчас я посчитал, что при сделке в $40 у меня через 4 хода будет уже 625, а потом почти 1500. То есть всем банкам я особо сильно рисковать не хочу, поэтому обратно снижаю до 30, чтобы в случае чего я мог отыграться. Кстати, первоначальная сделка у меня была заключена на $30. После того, как я после той серии проигрышей и после оправданной сделки в $475, у меня в итоге вышло плюсом $137. То есть
не на 2, а на 2,5 умножаю, и каждый раз, то есть с каждой сделанной ставкой, с каждой оправданной сделкой, с каждым оправданным прогнозом у меня получается достаточно больший плюс. Буквально чуть-чуть не попал. Так, ну ничего, умножаем на 2,5, 75. Прогноз не оправдался, я умножил на 2,5 и вот поставил $190. Замечательно, прогноз оправдался. Снова спускаюсь на сделку в $30. Опять играю на понижение. Ставка не оправдалась. Умножаем на 2,5. Заключаем сделку на $190 на понижение. Прогноз оправдался. Спускаемся снова на первоначальную ставку в $30 и снова ставим на понижение. В самый последний момент график скакнул вниз. $27 кому в карман. Прогноз вновь оправдался. Принципом опять ставлю на понижение. Замечательно. Умножаем на 2,5, ставим на понижение. Прогноз вновь оправдался. Решаю все-таки первоначальную сделку на $40, то бишь на 10, на показатель $40. И смотрите, тем временем постепенно уже приближаюсь обратно к первоначальной своей сумме средств на депозите. Закидывал $2000, там был у меня неудачный тест стратегии, слил почти 1500 для тех, кто не смотрел мои видео на канале. И смотрите, специально не стал закидывать снова дополнительные деньги, потому что вот сейчас уже отбил, почти отбил.
Прогноз оправдался. Подниму начальную ставку до 50. И снова заключаю сделку на понижение. Как видите, прогноз не оправдался. Умножаем на 2,5, поднимаем до 125 и заключаем сделку на понижение. Прогноз не оправдался вновь. Умножаем на 2,5, ставим на понижение. Ух, последний момент. Ну, зато смотрите, нехило так перекрыл. Снова делаю ставку 40 на понижение. Так, получаю свою прибыль. Ставлю на понижение, ничего не меняя. Прогноз не оправдался. Умножаем на 2,5 до 100. Ставим на понижение. Прогноз оправдался. Я приблизился к цифре 2000 просто вплотную. Ставлю на понижение. Прогноз не оправдался. Повторяем процедуру. Все, перевалил за сумму моего первоначального депозита. Теперь можно первоначальную ставку делать по 50. Ставлю на понижение. Плюс 45 баксов ко мне в карман. Прогноз вновь оправдался. Повторяем. Сделка опять зашла. Ну что ж, снова повторяю. Ну, наконец-то сделка не зашла, а то это уже как-то подозрительно стало все. Умножаем на 2,5. Снова на понижение. Сделка закрылась возвратом. Продолжаем. Так, прогноз не оправдался. Умножаем на 2,5, 315. Ставим на понижение.
Возвращаемся к первоначальной ставке 50. Ставим на понижение. Повышаем, ставим на понижение. Зашла. Возвращаемся к первоначальной сделке 50. Играем на понижение. Я сегодня как попугай повторяю одни и те же слова. Повышаем на 2,5, делаем ставку на понижение. Повторяем. Сделка зашла. Продолжаем. Знаете, в такие моменты, когда у тебя ставка за ставкой заходят, сделка за сделкой оправдываются, появляется жгучее желание поднять сделку, не знаю, раза в 4 сразу. Но, блин, в такие моменты нужно дать себе пощечины и сказать: не твори всякой херни, продолжай двигаться маленькими шагами и не жести. Так, в такие моменты стоит задуматься, и куда же все-таки дальше пойдет цена после такого большого провала. Сделка зашла. Я чуть-чуть провалился, но совсем немного. Буквально на 100 баксов. Давайте сейчас ситуация стабилизируется. Сейчас, скорее всего, цена будет идти наверх после такого провала, разворот.
все, пожалуй, на сегодня это была последняя моя сделка. На это видео записываю почти час, 53 минуты. Еще были подготовки к этому. То бишь, в принципе, я доволен сегодняшней торговлей. Вернул весь свой депозит после слива. 500 баксов сделал сверху. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, присоединяйтесь к группе ВКонтакте, в Инстаграм. С вами был Макс Коллинз. Всем удачи!